Бренд M-Hero или Мэнгши появился летом 2022 как гражданская версия компании Dongfeng Мэнгши, той самой, что делает внедорожники и бронеавтомобили для армии и спецслужб Китая. Первым автомобилем для гражданской ветки стал M-Hero 917, мощный угловатый внедорожник. Его показали 3 года назад, и с тех пор он обзавелся несколькими версиями и толпой поклонников. А теперь пришло время для второй модели. Встречайте новый M-Hero 817. Это, можно сказать, младший брат 917-го, попроще, полегче, но характер унаследовал тот же. Он сохранил фирменный стиль, комфорт и внедорожные способности старшей модели, но уже без лишнего пафоса. Производитель пока приоткрыл только часть характеристик, видимо, чтобы добавить интриги на официальной презентации. Новейший гибридный внедорожник M-Hero 817 – это совместный проект 3 компаний. Тут и 56 лет опыта Dongfeng в автомобилестроении, и 20 лет прокачки электрической мобильности, и, конечно, армейские наработки Мэнгши, да еще и инновации от IT-гиганта Huawei. Dongfeng не просто так заморочился. Они опросили больше 10 тысяч автолюбителей, чтобы понять, чего же хочет народ. И вот путь к созданию безупречного автомобиля найден. Умный, роскошный и с надежностью военной техники. Что может быть лучше? Гендиректор Dongfeng Мэнгши так и говорит. M-Hero 817 – это чистый стиль и брутальность в дизайне, роскошный салон, который можно трансформировать под любые нужды, передовые помощники водителя. Отличная проходимость, мощный гибридный двигатель, огромный запас хода и, конечно, максимальная безопасность. После граненого безумия и изломов в дизайне M-Hero 917. Новый 817 выглядит почти как образец сдержанной элегантности, если, конечно, можно назвать элегантностью такой брутальный внедорожник. Главное, фамильный брутальный стиль и угловатый кузов остались на месте. Просто теперь все выглядит чуть более сдержанно и продуманно. Внешность, узнаваемая с первого взгляда. Массивный передний бампер, большие фары, решетка радиатора с намеком на агрессию. По бокам широкие колесные арки, высокие пороги и диагональное остекление задних стоек, что добавляет автомобилю характер. Сзади крестообразные фонари и бампер, перекликающийся с передним, создают целостный и стильный образ. И, конечно, без фирменных фишек никуда. Дополнительные кофры, лестница на крышу. Колеса здесь внушительные 20 дюймов. И учитывая, что большинство владельцев вряд ли съедут с асфальта дальше тротуара, производитель предусмотрел выбор. Хочешь зубастые внедорожные шины – пожалуйста. А если больше по душе городские покрышки, тоже без проблем. Ну и чтобы не отставать от прогресса, на крыше красуются сразу 3 лидара – глаза для систем автономного вождения. Так что 817 – это не только стиль и проходимость, но и современные технологии. Несмотря на младший индекс, M-Hero 817 вовсе не выглядит как младший брат. По габаритам он почти не уступает старшему 917-му. Длина 5100 мм, то есть на 113 мм длиннее. Ширина 1998, на 8 см меньше, а по высоте он чуть приземистее, 1899, на 4 см ниже. Колесная база тоже подросла, 3005 мм против 2950 у 917-го, так что место между осями стало даже больше. Клиренс производитель пока держит в секрете, но глядя на пневмоподвеску и общий настрой машины, можно смело сказать, мелкие кочки он даже не заметит. Геометрическая проходимость тоже на уровне, углы въезда и съезда 30 градусов. Весит новый 817 2760 килограммов, что почти на 400 килограммов легче 917-го. А еще он способен тянуть за собой прицеп до 2,5 тонн. Внедорожник получил гибридную силовую установку, причем не какую-то там простую, а последовательную. В основе 1,5-литровый турбомотор с отдачей 197 лошадок и пара электромоторов. Мощность электромоторов пока держит в секрете, зато батареи у него от проверенного производителя Kettle. Привод, судя по всему, полный, как и положено настоящему внедорожнику. Максималка заявлена на уровне 180 км в час.
Возможно, как и у 917-го, у нового M-Hero 817 тоже появится чисто электрическая версия, но пока официальных подтверждений нет. Остальные технические детали производитель пока держит в секрете. Напомним, гибридный M-Hero 917 имеет такой же бензиновый двигатель и 3 электродвигателя, один спереди и 2 сзади, вместе выдают 816 лошадиных сил, разгон до сотни за 6 секунд. Батарея от Kettle на 65,8 кВт-часа дает запас хода около 200 км, а общая дальность хода до 1050 км. Полностью электрическая версия, там уже 4 электродвигателя, по одному на каждое колесо, и суммарно целых 1088 лошадей. Разгон за 4,2 секунды до сотни. Батарея все та же от Kettle на 142 кВт-часа, но с запасом хода на 500 км. Салон нового M-Hero 817 производитель пока держит в секрете, но обещают, что по качеству и удобству он не уступит старшей модели. Большой экран посередине панели, под ним удобные физические кнопки, чтобы не тыкать в плоский экран вслепую. Приборная панель для водителя, небольшая, но информативная, плюс есть проекционный экран на лобовом стекле. А вот экрана для пассажира, скорее всего, не будет. Производитель намекнул на новый многофункциональный руль. Еще приятный бонус – двойная беспроводная зарядка. В общем, салон делают современным, удобным и понятным, без лишних заморочек, но с нужными фишками. Автомобиль получил полный комплект умных фишек от Huawei. Главная из них – система автономного вождения Huawei ADS4, которая является последней разработкой компании. Она не просто помогает, а реально повышает безопасность и комфорт за рулем. Система постоянно мониторит дорогу в режиме реального времени и заранее предупреждает вас о возможных опасностях. А еще умеет сама выполнять разные маневры, например, парковаться в самых запутанных местах, даже на многоуровневых паркингах. И самое крутое – эта система не стоит на месте. Благодаря искусственному интеллекту она учится и совершенствуется с каждой поездкой. Короче, чем больше ездите, тем умнее и надежнее становится ваш помощник. Продажи внедорожника в Китае стартуют уже в третьем квартале 2025 года. M-Hero 817 – это когда надежность встречается с современными технологиями и еще умудряется выглядеть при этом достойно. В общем, надежный, умный и при этом выглядит, ну скажем так, не просто круто, а с изюминкой. Если вам понравился этот обзор, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, и оставить комментарий с вашим мнением. Мы всегда рады узнать, что думают наши зрители. Спасибо, что с нами. До следующих встреч на канале.